Смысл жизни. Что это такое? Люди задаются вопросом о смысле жизни так, будто бы смысл уже существует, но задают они его в таком психологическом контексте, как будто бы сомневаются в его существовании или не могут определить, в чем он заключается. Но если они предполагают, что смысл жизни уже есть, но они не могут его определить, то что для них будет являться признаком этого смысла? Если у чего-либо изначально есть смысл, то разве он нуждается в сознательном определении себя человеком? Если он действительно есть, даже само сознательное определение человеком смысла жизни свидетельствует о неком сомнении. Ведь если этот смысл абсолютен, значит сознательное его трактование всего лишь означает какой-то очень узкий спектр понимания жизни, но не относящийся к ней в целом. Само выделение какого-либо отдельного процесса действия от жизни не может быть смыслом самой жизни, потому как смысл так или иначе подразумевает сознательное выделение какого-либо отдельного процесса из жизни в целом. Этот выделенный из общего процесса жизни процесс не может быть наделен статусом смысла жизни, так как он уже сознательно выделен, а значит требует постоянного оправдания своего статуса смысла жизни. Жажда смысла жизни – это потребность в пояснении происходящего. Человек задумывается о смысле жизни в том случае, когда его что-то не устраивает, либо же он хочет оправдать свое состояние неким сознательно сформулированным смыслом жизни. Но вызван ли его такой вопрос сознательными причинами? То есть человек сознательно вопрошает о смысле жизни, но причины, по которым он это делает, не определены. Может ли вообще вопрос о смысле жизни быть вызван сознательными причинами, ведь они должны на чем-либо базироваться? Смысл жизни – это концепция. Смысл жизни – это всего лишь концепция, позволяющая инстинктивно сослаться на нее в случае, когда есть инстинктивное же сопротивление против жизни как таковой, которая просто есть. И именно поэтому у нее не может быть никакого смысла. Потребность в смысле жизни – это сопротивление против самой жизни, под благородным мотивом поиска смысла жизни. Ведь не существует ничего, что человек воспринимал бы в качестве элемента жизни, но в котором не было бы самой жизни. Человек ищет смысл жизни через выделение одного из его элементов, инстинктивно предполагая его как смысл всей жизни, хотя это всего лишь элемент, выделенный в его сознании, то есть представляемый им как часть жизни. Человек нуждается не именно в том, что он толкует как смысл жизни, а именно в толковании смысла жизни, то есть в том, что объясняет жизнь для него самого, но не то, что непосредственно сопряжено с ней. Нужно ли искать смысл жизни? Смысл жизни искать не нужно, потому как если иметь в виду смысл жизни как таковой, то он неотделим от нее, и представление о нем как о том, что определяет всю жизнь, довольно нелепо. Если же говорить про осмысленность жизни для отдельно взятого человека в некой деятельности, то он выбирает такую деятельность сам.
И это та деятельность, в которой он реализует себя. Нельзя сказать, что она является чем-то предопределенным, потому как человек может определить для себя такую деятельность только в процессе своего действия. То есть ее определение не становится результатом пассивности человека, а в том, чтобы пробовать себя в этой деятельности, наиболее близкой по своему желанию ей заниматься. Смысл жизни – это абстрактное понятие. Понятие смысла жизни – это слишком абстрактное понятие, потому как оно не может объять всю жизнь. Он только может быть ориентированным на какое-то очень узкое ее понимание, которое в конечном счете не отвечает своему глобальному запросу. На него нельзя ответить четко, сформулировав ответ, потому как каждый момент жизни будет опровергать этот смысл по причине своей уникальности. Психологические причины появления у человека потребности в определении смысла жизни лежат в области потребности смотреть на мир сквозь призму определения понятия смысла жизни. То есть он ищет эту призму потому, как его не устраивает свое текущее восприятие, так как кажется, что все воспринимаемое им лишнее и бессмысленное. Мы приходим к необходимости определения того, что такое сама жизнь. И тут мы приходим к необходимости определения того, что такое сама жизнь. Уж если человек задается вопросом о смысле жизни. Собственно, сама жизнь человека – это то, что находится в зоне его восприятия. И не существует никакой другой жизни. Картина мира у человека формируется в его мозге, благодаря сенсорной системе, при помощи которой он воспринимает этот мир. То есть представление человека об окружающем его мире является в чистом виде продуктом его восприятия. Отсюда возникает вопрос: если представление человека о себе и о мире является продуктом его восприятия, то почему тогда у него появляется вопрос о смысле жизни? Если сама жизнь протекает в его восприятии, ведь за пределами восприятия человека ничего не существует. Тогда получается, что человек ищет смысл жизни с позиции своего восприятия, но при этом, чтобы он был, этот смысл, еще и сознательно сформулирован, чтобы постоянно фиксировать на этом смысле свое внимание, когда его что-либо не устраивает в текущем моменте. Актуализация вопроса о смысле жизни предполагает жизнь другую. Для человека его реактивная актуализация вопроса о смысле жизни, видимо, предполагает какую-то жизнь другую. Ведь если бы это было не так, то он бы и не задавался бы таким вопросом. Вопрос о смысле жизни похож просто на бессознательное отрицание жизни текущей. Человек видит в смысле жизни жизнь другую, потому как никакой жизни, кроме текущей, у него нет. Но вопрос о смысле жизни он все-таки задает. Жизнь одна. Так или иначе, у человека есть только одна жизнь, и речь об отсутствии или наличии смысла в ней идет только у этой единственной жизни.
Поэтому не существует никакой мыслимой перспективы смысла жизни, ведь все, что есть, уже существует в данный момент времени, безотносительно к тому, как человек к этому относится. То есть вопрос о наличии или отсутствии смысла жизни — это всего лишь вопрос того, как человек относится к самому процессу жизни, но не смысла или отсутствие смысла в ней. Как мне это видится, человек спрашивает о смысле жизни, когда его что-либо не устраивает на уровне чувства, так как жизнь уже существует независимо от того, как он к ней относится. Как найти смысл жизни? Единственный способ найти смысл жизни — это осознавать свое текущее состояние. Так как если человек видит смысл только в обретении чего бы то ни было, то рано или поздно это уйдет, а следовательно уйдет и смысл, который человек вкладывал в эту вещь или в этот процесс. То есть смысл жизни — это не какая-то задача или поиск, а только лишь сосредоточение на том, что уже есть, независимо от отношения к этому, потому как поиск означает исходить из предпосылки отсутствия или недостатка чего-либо.